Витаю вас! С момента последнего обновления прошло 265 дней, о чем я и говорил в прошлом видео, которое вы можете глянуть по подсказке справа сверху. Однако все эти дни не ушли даром. Разработчики делились разными нововведениями в грядущем обновлении 3.0.0, и все их мы рассмотрим в этом одном большом ролике. Огромное спасибо двум этим ребятам за предоставленный документ, в котором собраны фактически все нововведения в обновлении. Ссылка на документ будет в описании, точно так же, как и тайм-коды. В общем, начнем. Кровосечение будет удалено из геймплея игры, однако разработчикам серверов разрешено включать и выключать эту функцию. Time to Kill, либо же ТТК, будет увеличено на определенное количество. В сообщении говорится, что ранее примерное время на уничтожение игрока было в районе 250-300 миллисекунд. В новом же обновлении оно увеличится в 1,5 раза. Отныне броня будет чисто косметической. Вместо этого у каждого класса будет свой уровень хп. К примеру, у саппорта будет 200 здоровья. Теперь на броне врагов и союзников будет соответствующее свечение в виде красных и зеленых маркеров, иногда даже синих. Однако маркера союзников будут ярче. Эти маркера будут видны вплоть до 20 метров. Теперь будет более понятнее, откуда по вам стреляют, благодаря визуальным эффектам и звукам. Yeah. Just gives you a sense. So if I would fire like this, the first one is the most intense one. На гранатах, мин, С4 и дронах будут свои индикаторы в виде небольших подсказок. Радиус взрыва на С4 РПГ будет уменьшено. Это объясняется тем, что укрытие на данный момент не совсем надежное через эти гаджеты. На врагах будут отображаться полоски здоровья, если вы им нанесете урон. Эту функцию можно будет выключить в настройках игры. Будет уменьшена отдача и, соответственно, урон оружия на прицелах средней дальности. Это, возможно, облегчит стрельбу со штурмовых винтовок на прицелах средней дальности. Будет добавлен новый тип разблокировки предметов или же косметики. Он будет работать по принципу уничтожить 10 дронов, чтобы получить новую броню. На данный момент игра будет считывать такую информацию игрока, как сколько убито игроков с метками, сколько получено опыта за транспорт, за его вождение или за его уничтожение, я таки не понял. Сколько уничтожено лодок, танков, БТР и вертолетов. Сколько было убийств при помощи дерева, то бишь вам нужно сломать дерево так, чтобы под ним стоял игрок, и тем самым вы убили его. Сколько гаджетов или дронов вы уничтожили. Отныне у каждого класса будет свой особенный ранг, и вы будете его повышать с опытом, заработанным на этом же классе. Максимальный ранг будет 999, но не бойтесь, обычный, так скажем, общий ранг никуда не денется. Будут добавлены пресеты амуниции. Для каждого класса будут свои 3 пресета, в которые вы можете выбрать любое оружие, камуфляж, брелок, гаджеты и прочее. Однако непонятно, можно ли будет менять в пресетах косметику персонажа. Теперь, если вашего персонажа убьют, то вы сможете зажать клавишу Q, чтобы уменьшить скорость вашей смерти и позвать ближайшего медика на помощь вам. Анимация положения лежа будет состоять из 2 этапов, то есть если вы нажмете клавишу Z, ваш игрок сначала присядет, а потом уже ляжет. Вы больше не сможете приседать или ложиться, если находитесь в воздухе. Перелазание через маленькие отверстия больше не будет доступно. Будет добавлен тактический спринт, который позволит вам бежать быстрее. Его можно активировать при условии, если вы бежите по прямой достаточное количество времени. Если вы прыгнете прямо перед краем объекта, то ваш игрок прыгнет чуть дальше, чем обычно. Вы больше не сможете стрейфиться влево-вправо, как раньше. Теперь при резком повороте персонажа вы сильно замедлитесь. Будут добавлены двери. Они будут разными, автоматическими, ручными и раздвижными. Если какой-либо объект будет стоять за дверью, например стена ХСК, то дверь будет блокироваться и вы не сможете ее открыть. Дверь можно будет разрушать, используя, к примеру, молот, С4 или РПГ. В дверь также можно ворваться. Строительные объекты, такие как стена ХСК, мешки с песком и бетонной баррикады, будут переделаны как визуально, так и геймплейно. На данный момент мы имеем только этот скриншот, и известно, что стена ХСК вместо высоты в 2 метра будет иметь высоту в 2,5 метра. Мешки с песком, как было показано ранее, теперь будут работать по-другому. Они будут больше как в высоту, так и в ширину. Мешки с песком и с отверстиями при более 95% здоровья теперь будут иметь камуфляж на них. Бетонные баррикады больше не будут уменьшаться в размерах при получении урона. Отныне они будут иметь визуальный индикатор о том, что они повреждены. Самоубийственные С4 нельзя будет моментально активировать. Вместо этого при нажатии на кнопку активации воспроизведется звук, и после недолгого ожидания вы подорветесь. В игре, конечно же. Pretty much something like this. Теперь игрок будет правильно подниматься по ступенькам. When you actually go upstairs. Yeah.
Будет немного улучшен транспорт в игре, но каким именно образом не объясняется. Перелазание через объекты станет быстрее, и его анимацию можно будет также отменить. Теперь каждая ваша игра будет ощущаться по-другому, поскольку теперь на каждой карте будет разное время суток и погода. Эти параметры имеют также свои шансы на выпадение. Старое освещение карты будет убрано. Отныне оно будет намного красивее и приятнее для глаз. Как отметил Оки, при старом освещении было чувство, что на игру наложен фильтр, хотя это не так. Картинки карт с видом сверху будут изменены. Игроки смогут увидеть топографические линии на территории карт. Чем больше этих линий, тем территория на ней более высокая. Также дороги начнут отображаться оранжевым цветом, а подземки станут видимыми. Камера шейк в игровом процессе будет уменьшен. Техника, которой нельзя управлять, то есть модельки транспорта, что стоят на карте, будут частично или же полностью переделаны. Вот на данный момент то, что мы имеем. Задние фоны карты будут намного лучшего качества. Они будут бесшовными и в 2 раза больше основной играбельной зоны. Добавлен Ambient Occlusion, и его дальность будет вплоть до 30 метров. Благодаря этому эффекту будет наконец-таки видно, где и как стоят объекты. Добавлена экспозиция. We have exposure changes, so when you get into the dark area, which is like indoor, the exposure increases, and the moment you go outside, exposure decreases. You have probably realized this in other games as well. Indoor right now a bit more darker, and then you go indoor, a bit more increased exposure. This is a very small effect, but not too much. Добавлена хроматическая аберрация. Добавлен Bloom. Все эффекты взрывов будут переделаны. К ним относятся взрывы от РПГ, гранат, С4 и мин. У травы больше не будет шейдинга. Трава без шейдинга, к слову, выглядит намного приятней. Отныне невозможно будет отключить тень в батлбите. Позиция вашего оружия будет меняться соответственно с позицией вашего тела. То бишь, если вы будете стоять на наклонной поверхности, то ваше оружие также немного наклонится. Добавят скины игрока за 3 и 5 престиж, а на 10 престиже, помимо скина игрока, будет еще и шляпа. Также добавят камуфляжи из Японии и Китая с уникальными цветами. Если честно, я без понятия, что это значит. Добавят новые глаза за 2, 4 и 10 престиж. Добавят новые лица на 2 и 6 престиж. Туман станет менее густым, то есть теперь видимость всей карты станет намного лучше. Иконки союзников, которые находятся слишком далеко, перестанут отображаться через стены, чтобы улучшить видимость всей картины. Исключением будут иконки тех союзников, с которыми вы находитесь в пати, соклановцев и также друзей Steam. Появятся новые, намного детализированные скайбоксы на картах. Добавят Dirty Lens эффект, это своеобразные блики. Модельки стволов будут реворкнуты. Также изменятся модельки крепления на оружие, включая прицелы. Будут реворкнуты скины за мастерство. Для медного мастерства вам нужно будет сделать 2000 киллов. Для серебряного мастерства вам нужно будет сделать 1000 киллов с медным скином. Для золотого мастерства вам нужно будет сделать 1000 хедшотов серебряного скина. Но для последнего, красного мастерства, вам всего нужно сделать 10 тысяч киллов. Забыл еще упомянуть, что скин за 10 тысяч киллов будет также переделан, и к тому же он будет анимирован. Золотой скин за мастерство будет также анимирован. На некоторых ганах появятся камуфляжные скины, а также камуфляжи с реалистичной листвой, которые можно будет нацепить даже на крепление. Будут добавлены брелки на оружие. Их можно будет получить за новые задания, о которых говорилось выше. Будет добавлен новый тип камуфляжа – пиксель. На прицелах можно будет поменять цвет точки, размер и текстуры сетки. Некоторые оружия получат новые цвета на базовых скинах. Все модельки оружия отныне будут сглажены. Все крепления к оружию будут правильного размера. Прямо сейчас, если что, размеры отличаются. При долгой стрельбе с пулеметов дуло будет нагреваться. Это никак не повлияет на геймплей. При стрельбе с оружия из дула будет идти дымок. Будут добавлены скины на оружие за престиж, без каких-либо требований. Их можно будет применить на любое оружие. Большинство моделей оружия будут переделаны. Большинство анимаций ганов будут переделаны, включая анимации бега, стрельбы, перезарядки и прочее. Weapon Sway, либо же раскачивание оружия, будет также улучшено. Будет добавлена небольшая покачка оружия, если вы будете просто стоять на месте. Как я полагаю, на некоторых прицелах будут отражения. У РПГ будет немного другая позиция прицела. Трассера от пуль станут в разы виднее и красивее. От них будет также идти небольшой и недолгий шлейф. У пистолетов и гаджетов будут свои свечения. Будет обновлена таблица счета.
Также будут обновлены иконки игроков и точки захвата. Планируется изменить еще иконки классов, но на данный момент они выглядят именно так. Изменится интерфейс высадки на поле боя. Он станет более мультяшным, что ли, но зато информативным. Потому что на выборе класса будет находиться информация о том, какие фишки они имеют. Да, если вы не знали, каждый класс в игре имеет свои уникальные фишки, о которых в игре нигде не сказано. Поменяется и интерфейс экипировки оружия. Интерфейс настроек тоже изменится, однако по словам разработчиков, главное меню игры затрагивать они не будут. Экран смерти точно так же изменится, и отныне будет больше информации о игроке, который вас убил. В целом вы сможете увидеть намного больше информации о игроках, если вы этого захотите, поскольку теперь в профилях игроках будет отображаться ихняя статистика. Обновится и внутриигровой интерфейс. Будет добавлена карта Меза. Играбельная зона в зданиях будет ограничиваться лишь первыми двумя этажами и крышей. Будет добавлена карта Aftermath, которая основана на старом намаке. Будет добавлена карта Pix. На карте Zalfibay добавлена точка G, которая будет находиться прямо по центру карты в окружении воды. А нюанс этой точки заключается в том, что при ее захвате на ней нельзя будет спавниться. Эта точка будет доступна лишь в режиме Conquest 127 на 127. Также немного подкрутит яркость самой карты, она будет менее ярче, и слава богу. На всех обновленных или реворкнутых картах добавят истинный фронтлайн, который будет сосредоточен больше на геймплее, чем на беготне. Карта Sandy Sunset будет полностью переделана, в особенности масштабы города будут увеличены, ну а играбельная зона карты будет в 1,5 раза меньше. Но вместо 6 точек захвата на конквесте будет целых 7. Также изменили безопасные зоны, чтобы танки больше не стояли на спаунах, как это было раньше. А тот Sandy Sunset, который мы имеем прямо сейчас, будет все еще доступен на серверах сообщества, как в принципе и все реворкнутые карты. Вакистан также будет переделан. Мост станет в 2 раза больше, и посередине карты будет расположена огромная стена, которую при желании можно разрушить. Ну а для большей информации можете посмотреть вот это видео. Будет реворкнута карта Валии. На ней теперь будет 2 дороги, больше точек и несколько блоков АЭС. И, как я понимаю, добавят речку, которая будет занимать пол карты. Карта Эдуардова точно так же будет переделана, и она станет в 2 раза меньше. На картах появятся новые различные неразрушаемые объекты, за которыми игроки смогут прятаться. Природа на картах в целом станет в разы лучше. Вот один из последних спойлеров от Веласкеса, где показаны новые деревья. Будут дополнены звуки окружения, то бишь пение птиц, звуки воды в трубах, гудение ламп и прочее. Звуки всех оружий будут полностью переработаны. Все звуки, которые издает игрок, то бишь прыжки, ходьба, бег и прочее, будут обновлены и более лучше синхронизированы с анимациями. В особенности добавят четкий и громкий звук приземления игрока, если он упал с высоты более чем 3 метра. The sound actually changes. Звуки шагов союзников и врагов можно будет различить. У врагов шаги будут слышны так, будто на них висит тонна экипировки, а вот у союзников будто бы они ткань трут. Добавлен позиционированный звук. Прикол в том, что раньше звук распространялся лишь налево и направо, теперь же звук будет исходить со всех сторон, то есть и слева, и справа, сверху и снизу, спереди и сзади. Звуки выстрелов будут издавать эхо, если находятся далеко. Это значит, что вы сможете легко определить, как далеко ведется стрельба, потому что теперь звуки выстрелов будут меняться в зависимости от дистанции. Выстрелы в помещении будут более звонкими и с небольшим эхом, то есть теперь вы сможете различать выстрелы из улицы и выстрелы в здании.
Если звук находится за каким-либо объектом, то он будет приглушаться. Теперь задержка дыхания во время снайперской стрельбы будет иметь свой звук, и во время нее окружающие звуки будут переглушаться. So cool, man. У всех гаджетов появятся свои новые уникальные звуки. The C4 bandage, there's like some sounds in it. На оружии будет показываться информация о количестве хедшотов. Проведена небольшая оптимизация веса игры. Исправлен баг, при котором после респауна у вас был черный экран. При смене оружия в прицеле вам больше не нужно будет снова нажимать ПКМ. Появится возможность смены типа отряда. На гаджетах появятся небольшие видеогайды о том, как именно использовать определенный гаджет. На стрельбище появится возможность опробовать различные виды транспорта и гаджеты, которые только существуют в игре. Однако, скорее всего, в этом обновлении такой функции не будет. Что ж, на данный момент это вся информация, которая нам известна о грядущем обновлении, то есть 118 изменений или нововведений. Возможно, контента в обновлении будет даже больше, кто знает. А так, смотря на всю эту картину, становится понятно, что Battlefield изменится навсегда, в который раз. Сорян, что это видео выходило так долго. На самом деле мне было его крайне трудно делать, ибо поиск информации, футажей, ее проверка, написание сценария, это все делается очень трудно и долго. Так что надеюсь на ваш лайк и комментарий за мой вложенный труд. Кстати, комментарии я все читаю. До встречи.